Всем здорово. А где лосось? Людей так до хрена. Интернета нету. Идем по моей памяти. Да, это мы сделали. Спасите, помогите! Что галочку поставить. Мы приехали в Закопаны. Короче, я без телефона, потому что он умер. Я полностью погрузился в атмосферу. Да, нужно шляпу поднастроить, чтобы ее не сдавало. Настя вообще как будто с поля вышла, а у меня такая, как будто ковбойская. Ну все, мы выбрались, получается, с места старта, оплатили вход в парк. 11 злотых за один билет. Шляпа удобная или нет? Летает пока что. Если то было слетает, то это тогда что? Через час выйду на связь, расскажу, что мы прошли. Зашел в магазик, примерно час ходьбы. Есть такие брелоки и музей. У нас это мы, смотри, Биба и Боба. Здесь гонки устраивали, походу. Здесь какая-то срезанная гора есть. Сразу же после этого магаза здесь за поворотом мост. Очень холодная вода и водопад. Следующее включение еще через час. Ну что, прошел еще час, возможно, еще полчаса идти. Я снял шляпу, потому что волосы помокрели. Немножко сушу голову. Ну все, мы уже почти пришли с Настей на Морское. Тут вообще пару миллиметриков осталось. Можно на пальцах дойти. Рассказать историю, как человек не обкакался. Все, пригнали мы на Морское око. Людей так до хрена, что и посидеть негде. Будем искать сейчас свой маршрут. Ну что, ребятки, которые ходят на Морское око, мы уделили ему меньше 5 минут. Интернета нету, карты физической нету. Идем по моей памяти. И вот таких нам 2,5 часа подъемов. Но это в хорошем темпе. Первый кабан я съел. А сейчас вам покажу, какие здесь виды. Жесть! Дошел до указателя. Шпигласово, Пшелещ. О, полетел. Как тут идти, подскажите? В хоре каком-то, а я на рок-концерте иду, у меня, короче, песни рока играют в голове. Жесть! И туда такой же подъем. Нам вон на ту макушку. Там люди стоят.
А идти туда еще, возможно, час. У тебя что-то не так, Артур. Ты слишком большая. Уже какие-то цепи. Там уже виден знак. Почти добрались. Минут 15-20 еще. Фух. А дорога тяжелая. Обрывы нормальные. Хера себе. Ветерок жесткий. Да, это мы сделали. Короче, 3 часа сюда забирались. Меня сейчас дует отсюда. Ну как вам? Ветерок на горе. А вы думали, здесь все так просто, да? Держать телефон. Сюда? Да. Teraz co, gdzie jest. Нам туда сейчас идти. Нас хрониска. Настя, зачем ты туда? Ну что, сложно? По-моему, херня. Я бы здесь без цепи слез бы, наверное. Что, поранилась? А? Просто поранилась. Люди здесь сбоку лезут. А Настя здесь пошла. Спасите, помогите!
Мне не нравится, когда камешки такие маленькие накиданы, и боишься, что подскользнешься. Думаешь, их кто-то накидал? Вон оттуда мы по цепям спустились. Понятно, почему люди сюда вверх больше идут, чем вниз. Там такие обрывы, а здесь он. Я сейчас могу на жопе по этой лужанке съехать, и не так страшно будет, чем там обрыв каменный и жесткий. Вот реально взять с собой или санки, или такой поджопник, на котором съезжают дети с горок. И вот так здесь все в снегу будет так километров 60-80 в час. Вот так вот, смотрите. Первый наш с Настей за сегодня спуск. До этого мы только поднимались. Обычно горники говорят, что спускаться тяжелее, чем подниматься. Но так оно и есть. Спускаться просто опасней. Человек создан как будто лезть только вперед. Лезть только вверх и идти только вперед. Бум-бум. Безумно быть первым. Я не помню, как это точно. Что с походкой? Походка на спуске такая. Доколупались до походки. Показывай мою походку. Ну ты так же идешь сейчас. Вот, ты сейчас так же пойдешь. Так же самое болтаешься. Или просто если не в зале, он пришел через... И падает такая. Что-то это мне мини-речка напомнила как будто Америку, где лосося ловят. Потом она мини становится в большую речку, и там реально лосось какой-то плещется. Самую большую часть маршрута, это когда мы поднимались на гору, вперед, мы ни одного человека не увидели вообще, тупо ноль, кто идет вперед. И примерно 50 или сотня увидели спускающихся, тупо нам навстречу шли. И потом, когда мы уже спустились или начали спускаться с горы, уже начали обнаруживать людей, которые тоже спускались. О, Артур, ложись. Настя говорит, нужно повторить фотку, как у Андрея из Гомеля. Зачем я купила? Андрюха, как я повторил твой тренд? Напиши в комментариях. Не упади только. Нормально? Угу. Ai, 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 você me dá muito calor. A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor. Оу, щет! Плоские дюны. Долина Пятистава, Польши, 25 минут. Настя здесь подскользнулась, на камнях упала, немножко подвернула ногу. Ну, каждый шаг, нога в разные стороны херачит. А по ступеням еще жестче. На матрасы и пойдем спать, спрашивать? Как в прошлый раз? Нет, лучше не опираться на них. Здесь норм. До Схрониска осталось совсем чуть-чуть. Думаешь, что мы сегодня мало прошли? Мы сегодня 8 часов где-то на ногах. Ну все, вот и прибыли на Схрониска. Поедим и спать. Лёды. О.
Ты будешь спрашивать, да? Сейчас здесь узнаем, что почем, какие комнаты есть, какие места. Короче, спросили насчет мест. Нам сказали, что места только на полу сейчас в столовке. И одно место 50 злотых. Ты за место платишь или за... И бесплатно к этому дадут там плед, что-нибудь такое. Люди начнут ложиться где-то к 9, вставать к 6. Но настолько делать нефиг, начал собирать мозаику. Вот что у меня получилось. 6 мозаик не хватает. Телефону хана, так и живем. Сейчас покажу, какое место мы отвоевали. Здесь 2 спальника кинули. Здесь кафешка. Вот вход. Здесь мои ноги уже лежат. Анастасия положилась. Здесь вещи. Все, вот так вот буду улаживаться и храпеть. У Насти на Kindle она загрузила мою книжку. И здесь книжка про мнемонику. Кто шарит, напишите комментарий об этом. Еще не разобрался, но пока что читать интересно. Где-то 6 утра. Все, проснулись. Я не знаю, сколько я поспал. Чем больше ворочался, тем лучше спал, как будто. Вон, Настя уже собирается. Короче, мы уже проснулись, покушали, сейчас чай пьем с Настей. У нас с собой львовский пряник. Czerwone czy zielone takie? Że tych się nie Все, выходим с Настей от горы. Короче, фигачим на козе вверх. В этой области, в этой всей здесь, это самая высокая гора получается. Среди вот этих всех гор. Выдвигаемся на гору, которая 2250 где-то высотой. Мы заколебаемся подниматься на нее. GoPro-шка не передает, какого размера та гора, конечно. Я думаю, от подножья до верха, возможно, километр. Написано 1,5 часа, но на деле будет 2 минимум. Охереть, сколько туда забираться, конечно. Поднимаемся уже где-то минут 20. Очень сильно устали. Мы уже несколько раз отдыхали. Подъемы очень крутые. Мы это озеро так прошли. Оно огроменное. Вот горизонт. Ветер такой жесткий. Мне даже лень камеру включить. Потому что просто сдувает. Мы с Настей вон оттуда вчера спустились. Там такие зигзаги. Чик-чик-чик. Короче, туда до макушки еще метров 500, я думаю. Вот за этой горой уже границы другой страны. Но я туда могу спокойно перейти без визы, потому что границ нету. После этой горы уже ни на какую гору сегодня не захочется. Очень тяжелый подъем. У меня еще рюкзак сзади, килограмм 8 минимум. Камень пошатнулся, я упал. Я уже снял шляпу, потому что очень жарко, очень жесткий подъем. Под шляпой волосы мокрые. Здесь холодный ветер, и потом бошку намораживает, короче, и холодно. Осталось. Уже не выговариваю. Осталось. Чисто без. Ой, бля, уже как пьяный. Осталось метров 300. Я думаю, Просто что по ощущениям. Но мы идем зигзагами. И нам, возможно, эти метров 300 в километр или 1,5. Жестких подъемов.
Это озеро протяженностью, возможно, километр. Кажется, вот просто рукой можно зачерпнуть ее. Кстати, не знаю, видно или нет, но там домики уже в другой стороне. Ступенек уже нету, нужно по скалам. Все, мы на вершине. 2290 вроде бы. Вон там курорт видно. Там, где мы с Настей блинчики ели. Пошли вовнутрь. Что, ребята, пробуем na leśniki. Wyglądasz moje zdjęcia. Gdzie nawet to poproś kogoś innego, wie, że ja spieprzę. Ja nie umiem robić zdjęć. Na jedynkę. Люди фотографируются. Tu? A to stań wyżej, musi być na równo. Dasz rady czy nie? Przepraszam na chwileczkę, bo my tu sesja. Do głowy wam widać. A to się wytnie. Przejdziemy. А, спробуй так. Не знаю, чего это стоило сюда забраться. По сути, здесь какой-то подъем слишком жесткий. Чисто галочку поставить, я не знаю. Mam nadzieję, że ktoś wyjdzie. Вот так идет макушка горы, там. И некоторые здесь по макушкам уже скала залазят. Но здесь уже супер опасно. Всем здорово. Ja mam padek ci od razu. No, wiem. To jest najlepszy na świecie i potem się chwalę takimi pięknymi zdjęciami. Tak? Oczywiście. Muszę zaznaczyć, że to twojego autorstwa, no i w końcu pozwiesz o te prawa autorskie. No właśnie. Robisz to. Ty, ale ładnie mi zrobiłeś tutaj, to zgubiłam się. Jak to ja zresztą. No halo, my na szczycie. I szczytowałaś powiedz ze mną. No. Do Lucyny dzwoniłeś? Ну все, ребята, я донес эту шляпу до вершины горы. Было сложно, в ней жарко, голова потеет, но все-таки. Сейчас будем спускаться уже. Подожди. Почти уже спустились, как будто минут 15-20 осталось идти. Да, Настя, камушек я покажу, который нашли. Возможно, с золотом и с бриллиантами. Светится что-то. Надежда. Нашли камень, белый кварц. Андрюха попросил что-нибудь привезти ему. Он не привезти попросил, а сбросить камень. Попросил сбросить с горы, говорит, в Гомель, говорит, камень ему. Но я нашел красивый, взял Андрюха, так что Настя тебе привезет, наверное. Если сама его не продаст и не разбогатеет. Река? Ну, не река, а озеро. Жесть! Короче, мы вышли к подножию горы. Вон там мы сидели. Вот тропинка. И все. Мы уже на камнях. Сейчас идем на схронистка, пьем кофе и собираемся с мыслями, что делать дальше. С Настей спорили, за сколько денег мы бы вернулись и забрались еще раз на ту гору. Жестких подъемов часа 2, наверное, или 3 мы поднимались, не знаю. Сошлись. $100 мало, 500 нормально.
Ну, а 1000 в самый раз. Ну да, 1000 в самый раз. Потому что колени уже, ну, износились, в них как будто меньше жидкости. Мы сильно уставшие, можно травмироваться и на лечение больше денег потратить. Смотрите, люди отдыхают. Это самая жесткая гора, на которую мы лазили. Потому что некоторые бывают растянуты на 7 часов, на 5. Здесь за короткое время тупо жесткие подъемы. А сверху мы уже там на руках лезли. Небольшое расстояние, но чуть-чуть пролезли. Еще один прикол. Спускаемся по горе и слышим у поляков новое слово прикольное. Настя сейчас расскажет, что за оно. Артуру понравилось слово, которое, ну и в русском варианте тоже существует, лохудра. И там на приколе пара шла, они шли на большом расстоянии и, ну, кричали друг другу. И она такая: лохудра, типа, пошли. Вот. А Артур такой, мужчина проходит мимо, он такой: а что это? Мужчина сразу не в понятках, потом Артур такой: ну, лохудра, что это? Ну, вот он смеяться начал, типа, ну, это комическое слово. Ну, грубо говоря, как в русском языке. Похожий смысл, возможно, не в таком жестком контексте, но это не точно. Не, ну слово прикольное, лохудра, угарное. Ну все, мы дошли. Скоро идем на город и потом на поезд. Настя нашла поезд в 6 вечера, а сейчас 12 где-то. Я еще в чате GPT поспрашивал насчет своего телефона, потому что у меня батарея вздулась. Придется его, ну, по гарантии отдавать. Чат говорит: несите его отдельно, там, где нет воспламеняющихся вещей. Артур такой: ну, с GoPro нормально. Вон там мы с Никитой и Сергеем там поднялись и спустились. Очень опасно идти на ногах. Я сейчас поеду на жопе. Людей до хренища. То людей будет еще больше. Больше будут людей пивка пить. Вот такой спортивный спорт в горах. Идем по такой, что-то типа грунтовой-каменной дороги, где много папоротника. И слева там горная река идет. Ну. В прошлом году. Сейчас, подожди. Видеоблог «Гуляющая Настя». Контент про путешествие, но не был еще в Закопанах, в горах. Может, был, но может, не был, может быть. Как я видела девушку, она уже в Америку переехала. Ну, мы почти вышли с этого парка, совсем чуть осталось. Здесь такая водичка, я думаю, здесь можно спуститься. Главное не уехать. А где лосось? Лосось здесь есть или нету? Чьи-то боты. Тут где-то человек рядом. Кто-то уплыл? Лосось. А, это лосось приплывает, обувается и уходит в горы. Дошли только-только до асфальта. И по асфальту уже больновато идти. Ноют просто колени. Говорят: успокойся, Артур, успокойся. Иди уже домой, ну, или, бля, сними нас и без нас уже своими делами занимайся, по горам лазить. С трудом передвигаюсь даже по ровной поверхности. Уже привык к этим камням. Сейчас пару километров, наверное, до автобуса двигаться. Все, мы дошли до выхода из заповедника. Там, где билетики покупают. Очень-очень жестко устали. Поход на самом деле классный. Но сложно выдержать большое количество дней. После первого дня и плохого сна, восстановления, недостаточного количества белка, что в горах сложно найти где-то белок. Организм себя чувствует очень-очень плохо. Сложно на таком организме дальше двигаться. Кому понравился видос, ставим лайкосы, пишем комментарии, подписываемся на канал. Дальше будет только лучше.